полноразмерные наушники от компании Soundcore, которые имеют активное шумоподавление с 5 режимами силы, а также режим прозрачности, режим безопасной громкости, мультипоинт на 2 устройства, кодек высокой четкости LDAC, комфортную эргономику, отличный стильный дизайн, качественные материалы, удобное приложение и шикарнейшее время автономной работы до 55 часов. Обо всем этом можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore Space One. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Наушники поставляются в стандартной для Soundcore упаковке. Внешняя упаковка выглядит как и раньше, привлекательно и максимально информативно. Упаковано все хорошо, на подарок пойдет. В комплекте мы имеем сами наушники, краткое руководство, жесткого чехла для переноски нет, это конкретный такой фейл за эти деньги, есть только качественный мешочек. Далее в комплекте можно найти мини-джек на 3,5 мм двух концов и не особо длинный кабель для зарядки USB Type-C. Весят наушники 266 граммов. Внутренняя часть амбушюр имеет следующие размеры: 58 на 46 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там всегда много полезного. И не только скидок, но и полезной информации. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, еще помимо этого разыгрывается Honor Magic 5 Ultimate 11 ноября во время сейла. Не забудьте подписаться. Все условия в описании, перейдем к наушникам. Поставляется данная модель в черной, золотистой и голубой расцветке. Тип наушников полноразмерные, закрытые. Дизайн устройства отличается от прошлых моделей этой компании, которую я тестировал. Space One уже имеют запоминающийся внешний вид. Но по-прежнему на внешних частях чашек все так же красуется зеркальный логотип компании. Основная часть наушников выполнена из хорошего матового пластика. Сборка меня не особо порадовала, так как некоторые части имеют заметный люфт. Оголовье мягкое, даже при длительном прослушивании музыки дискомфорта я не особо ощущал. Размер регулируется 12-ступенчатым раздвижным механизмом, при том, что в Space Q45 был бесступенчатый механизм. Чашки складываются, это очень удобно, также они поворачиваются приблизительно на 128 градусов в разных плоскостях. Далее, амбушюры имеют эффект памяти, ко всему они довольно упругие и выполнены из качественных материалов, как и оголовье. Посадка данной модели плотная, амбушюры не давят и не доставляют дискомфорта, но в теплую погоду уши потеют. Сила зажима умеренная, при наклонении головы они не слетают, но бегать в них или заниматься каким-то видом спорта не особо комфортно, так как их придется постоянно поправлять. На шее носить наушники можно без проблем. Также на самих наушниках есть название модели, маркировка left-right во внутренних частях чашек, LED-индикаторы, разъем Type-C для зарядки, разъем мини-джек на 3,5 мм, что очень хорошо, 3 микрофона. На левой чашке есть кнопка включения-выключения, LED-индикатор и кнопка ANC для переключения режимов. А на правой чашке расположили качели регулировки громкости и кнопку play-пауза. Из команд также на борту переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента и включение-выключение функции Bass Up. На нажатие наушники откликаются отлично, вдобавок в приложении есть возможность настроить некоторые нажатия. Управление удобное и интуитивно понятное, для удобства добавили функцию общения, и чтобы она работала, для начала ее необходимо включить в приложении, после чего при зажатии левой чашки будет включение режимов прозрачности. Из интересного также есть бета-функция распознавания голоса и автоматическое включение режима прозрачности. В тишине данная функция работает хорошо, а вот на улице или в помещении я бы ее отключал. Летим дальше. Оснащены наушники 40-мм драйверами, наушники имеют сертификацию Hi-Res Audio, Space One имеют усовершенствованную технологию активного шумоподавления, ANC в данной модели отличной, но я бы не сказал, что оно лучше, чем в Space Q45, что неудивительно. Для повседневного использования перелетов, поездок и не только, режим активного шумоподавления — полезная функция. Но лично я предпочитаю слушать музыку без ANC, так как с ним есть небольшое искажение звука, не в лучшую сторону. ANC имеет адаптивный режим, за что плюс, а также пятиступенчатую регулировку силы шумоподавления и режимов защиты от ветра, который отрабатывает, кстати, хорошо. Пассивная шумоизоляция средняя, как для наушников такого форм-фактора. Режим прозрачности также на борту, с регулировкой прозрачности, но не раздражающий. И вдобавок разговаривать с собеседником, не снимая наушники, всегда удобно. Заряд наушников в шторке отображается, автоматически подключается к ранее сопряженному устройству после включения. Мультипоинт до 2 устройств на борту, но с кодеком LDAC данная функция не работает, как и в Space Q45. Удобно, что есть датчики обнаружения ушей с калибровкой датчиков и возможностью их отключения. Анимации я не обнаружил, а из полезного есть автоматическое отключение наушников, голосовые подсказки и безопасная громкость наушников с настройкой. Далее, полный цикл зарядки наушников занимает 1 час 55 минут. Время автономной работы отличное и хватает его большинству пользователей. На 100% громкости по кодеку LDAC без включенного активного
одновременного шумодава они проработали у меня 35 часов. Быстрая зарядка на борту и 5 минут дает около 3 часов воспроизведения музыки. О водонепроницаемости наушников информация не обнаружил, так что не советую в них прогуливаться под дождем. Для полноценного использования нужно установить приложение Soundcore. Приложение, разумеется, доступно на русском, интерфейс удобный. На главной странице с подключенными наушниками есть заряд наушников, но не в процентах. Далее окошко с режимами работы ANC, режимом прозрачности, удобное общение, настройка управления, вкладка с безопасным режимом громкости. Далее мы имеем пользовательский эквалайзер с технологией настройки Hear ID Sound, что очень удобно, если вы не хотите и не умеете пользоваться кастомным эквалайзером, то must have. Пару кликов и все. Кастомный эквалайзер, к слову, также есть, как и предустановки звука. Ко всему, предустановки очень хорошо настроены, если не хотите думать. Приложение работает корректно, и за время моего тестирования в паре с данной моделью проблем с функциями я не встречал. Отмечу, что есть вкладка с белым шумом, что для кого-то может быть полезной функцией. Обновить прошивку можно, мне лично обновление прилетало сразу же после подключения наушников к приложению. Bluetooth версии 5.3 из кодеков на борту SBC, AAC и LDAC. Через одну, как и через две стены, наушники не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметная. В играх задержка минимальная, что очень радует, играть комфортно можно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают хорошо, голос слышен отчетливо, но он слегка искажен. Перегруз присутствует, но в пределах нормы. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Anker Soundcore Space One. Space One — это такой вот среднячок. Хотя, по большому счету, если у вас есть 35-й, Q35, Q25i, они очень-очень похожи. И мало того, что сейчас вы слышите пример микрофонов, я всегда напоминаю, что чтобы понять, как звучат наушники, вы идете со своим источником в магазины, слушаете, тем более полноразмерки почти везде продаются, их дают послушать. И делаете уже для себя выводы. Только по возможности спросите, обновили им хотя бы прошивку или нет, потому что у анкеров очень много зависит от новой прошивки, очень часто. Вот так примерно работают микрофоны. Звучание, громкости, как по мне, достаточно. Я прослушивал музыку не выше, чем на 65% громкости. Я советую слегка подкрутить стоковое звучание, так как оно мне лично показалось слегка простоватым. Разумеется, используя эквалайзеры, можно получить разное звучание. Если говорить о качестве передачи звука по кабелю или по кодеку LDAC, сильной разницы я не заметил. Если говорить о стоковом звучании, подключив их к Bluetooth кодеку LDAC, то оно басхедное. Звук имеет хороший баланс, бас глубокий и плотный, средний бас в наличии. Высокие звучат хорошо, середина имеет хорошую проработку, детальности звучанию достаточно. Сцена шире средней, инструментал различим, ударные звучат качественно, как и струнные. Space One по мне звучат хорошо, но, как по мне, высоким не хватает выразительности, и середина могла бы быть покачественнее. Ко всему, Space One звучат слегка хуже, разумеется, чем Q45. Минусы. По мне плохая сборка, нет жесткого чехла для переноски, мультипоинт не работает с включенным кодеком LDAC, это прям эпичный фейл, и микрофон отрабатывает не лучшим образом. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Напишите, может быть, сделать топ-10 наушников от Anker. Мне кажется, у меня их уже штук 30 набралось. Всем, кто посмотрел, огромное спасибо за просмотр. Резюмирую. Anker Soundcore Space One — интересная модель от компании Soundcore. Но отмечу, что ANC плохо глушит шум в низком диапазоне. Сборка могла бы быть гораздо лучше, и мультипоинт с кодеком LDAC не работают одновременно. В остальном Space One показали себя хорошо во время использования. Девайсу от меня однозначная да. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.